Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на неделю с 5 по 11 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт или что, по мнению карт, важно знать. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но мы допускаем как и альтернативное развитие событий, так и наше где-то восприятие. Может быть, где-то с позиции рационального. Эти четыре карты, нельзя их оставить без внимания. И у нас два старших аркана. Справедливость и император. Где-то это вполне вероятно ваши большие возможности. Надо сказать, что с 4 числа как раз у нас Венера входит в знак Льва. И все воздушные знаки будут проигрываться с большим как будто вкусом к романтике, к игре, к флирту. Захочется, может быть, что-то изменить. Может быть, для кого-то из вас это какая-то личная история. Может быть, это Венера на вас будет так влиять. Но есть, видимо, то по императору, когда мы должны надеяться сами на себя. Для кого-то это могут быть вопросы, связанные отчасти и с недвижимостью, или какие-то вопросы, может быть, в суде, нерешенные прежде какие-то на паузе, словно застрявшие дела. И надо сказать, Венера придаст где-то ускорение, как и вам, потому что будет больше активности. И активность будет вообще для вас нарастать. Почему? Меркурий войдет в ваш знак как раз 11 числа. Это получается самое окончание вот той недели, на которую мы смотрим. Но ведь вы можете это ощущать где-то за несколько дней. И если до этого еще Меркурий словно в Тельце, и это была какая-то, знаете, как ленность мысли, или, ну, я условно говорю, или то состояние, когда как будто не мог с чем-то определиться, словно что-то меня на какую-то паузу либо становило, либо это внутреннее состояние какое-то было у нас неопределенности, когда все никак мы не могли что-то начать или что-то закончить. Вот здесь для кого-то из вас могут произойти очень важные вехи в жизни, как для вас, словно ритм набирает жизнь. Наверное, настроение это тоже в первую очередь будет меняться. Есть и вопросы, когда нам из прошлого что-то, может быть, захочется решить, или из прошлого завершить. Или у кого-то это проигрывается, может быть, конкретно дела в суде, какие-то разбирательства, все-таки справедливость часто как раз о каких-то юридических вопросах говорит. И, скорее всего, вы проведете какой-то баланс или демаркационную линию, или вот это самое разбирательство, которое могло длиться сколько угодно, долго, словно тоже выходит на финишную прямую, я так вижу. И вы прочувствуете самое главное по императору, ведь это когда, с одной стороны, мы надеемся на себя, но тогда и мы и чувствуем себя словно большей ресурсности, что ли. И, безусловно, вот эту перестройку даже по планетарным, да, событиям, когда Венера входит в знак Льва, и знак Льва, ведь это еще и мужество у нас, поэтому какие-то как свои перспективы с безусловной верой в себя. Причем что в отношениях, что в завершении каких-то дел, что в новых начинаниях. Посмотрите, принц Пентаклей это всегда карта прогресса на длительный период времени. Это своего рода марафонский забег. Как по нашим каким-то перспективам или по нашей профессиональной деятельности, так и конкретно по деньгам. Как будто для кого-то из вас либо вы увидите новые способы заработка, либо по этой карте к нам сами по себе могут приходить как предложения, так нас кто-то может выручить деньгами, или это наш новый проект, которому мы придаем большое значение, и который не на пару дней, а который, знаете, такой стабильный, на года, быть может, десятилетия. Много сказала, могу еще дальше перечислять. Вот посмотрите, вопросы финансов все-таки и вашего благополучия будут на неделе, это точно в центре внимания. А кто-то из вас будет завершать, опять же, юридические вопросы именно для того, чтобы, знаете, большую какую-то стабильность. Для вас, видимо, вообще стабильность будет очень важна, как никогда на этой неделе, потому что вы увидите для себя новые возможности, а самое главное, вот это вот новая жажда жизни, вдохновения, игры, возможностей. Вы себя будете чувствовать более ресурсным. Давайте посмотрим, что думают карты. Еще одна карта у нас выпала.
И правда, она нам подсказывает, не буду ее обратно в колоду возвращать, но эта карта, если мы сказали, принц Пентакли — это марафонский забег, и где-то вторит карта звезда, это выбор правильного направления, карта на десятилетие, всего две карты по направлениям, и если солнце на несколько месяцев, то это какой-то проект, любой проект, хоть в вашей личной жизни, это старший аркан, хоть это бизнес, хоть работа или какая-то ваша идея, у кого-то переезд, поездка может проиграться конкретно, поездка на далекие расстояния, у кого-то иммиграция, у кого-то новое обучение чему-то, новые языки, может быть, вы надумаете учить, или овладеете какой-то новой профессией, или элемент, когда мне нравится чем-то заниматься, и нам говорят, сияйте как звезда, как будто нужно идти по направлению, куда зовет ваше вдохновение, мои дорогие близнецы. Возможно, там ваша и популярность, там и ваше благополучие, там и признание вас самих, там где-то и финансовая стабильность. Ладно, давайте первые карты и первый важный вопрос. Что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время на неделе? А что нам может помешать? И достанем три карты: дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Итак, что важно знать? Праздник. Вот все то, что я уже перечислила, и в итоге, как будто карта подытоживает и говорит, мы должны радоваться жизни. И поэтому, как и те вопросы, которые вот какое-то время тянулись, долгое время, так и, может быть, ваша профессиональная деятельность какая-то, чем вы занимаетесь, так и личные какие-то отношения. Тут словно все со знаком плюс, с большим вдохновением, повторюсь, и с большим вкусом к жизни, мои дорогие близнецы. И нам говорят, что у вас все под контролем, это тоже немаловажно. Все-таки это у нас четверка жезлов, и четверка — это праздник после победы. То есть какая-то победа, и есть уже то, что вы словно заслужили, заработали, чего вы достигли. И здесь у каждого по-своему. Будет повод для радости, будет повод и для вдохновения, будет повод разделить свою радость с друзьями, единомышленниками, или с близким человеком, или с близкими людьми, может быть, круг ваш, близких родственников, или, может быть, это по бизнесу, компаньоны, или это, еще какой-то круг людей, который к вам относится искренне и может за вас искренне порадоваться. То есть не когда я сам что-то сделал и мне хорошо, а нет, это что-то более глобально масштабное. Вот такой праздник, как будто у вас намечается, мои дорогие близнецы. Точно по нарастающей будут какие-то события со знаком плюс. Если мы учтем как и Венеру во Льве с 4, так и по нарастающей все-таки Меркурий в вашем знаке, это ваша планета-управитель, ему наиболее комфортно. Это для вас будет проигрываться, знаете, с каким-то совершенно другим, правда, вкусом жизни. И даже то, что словно, знаете, шло со скрипом, тяжело, здесь примет какой-то другой оборот, а самое главное, это ваша легкость на подъем. Вот то, что вам очень свойственно, много общения, когда будет им многое радовать, но где-то вы можете прочувствовать не случайно. У нас выпадала карта император, и я словно чувствую себя сейчас во власти. И иногда по этой карте император мы можем так пойти в разнос. Нам может захотеться настоять на своем, и где-то мы можем применить жесткость, может быть, излишнюю. Но это я так. И вот правда, посмотрите, опять же, все то, что я только что сказала, говорила долгое время, выпадает 13-й старший аркан, и это карта трансформации. Не будет так, как прежде, с новым вкусом жизни, только вперед. Но мы не ускоряемся по этой карте. Почему? Потому что мы еще не можем словно выстроить какую-то логическую цепочку развития событий. Потому что состояние, словно мы стоим на пороге. Назад мы уже не пойдем, а что впереди еще неизвестно. И, может быть, на этой неделе, знаете, временами словно вот когда
Мы на этом пороге находимся, и где-то открыто окно, да, словно ветер, сквозняк, какой-то шторм. Так внутреннее может быть такое состояние, что словно штормит, где-то тысячи неопределенностей, словно я знаю точно, что назад дороги нет, а впереди еще пока тысяча каких-то неизвестностей, и где-то тут, с одной стороны, не хочется оглядываться назад, а с другой стороны, где-то страшновато сделать шаг вперед. Вот может быть такое состояние. Поэтому и карта нам что говорит? Не делай больше одного шага за раз. Искусство мелких шагов, как древние китайцы говорили. То есть потихоньку, потихоньку мы идем, надеемся сами на себя, где-то сами себя страхуем, не создаем какой-то турбулентности, мои дорогие близнецы, а ее может захотеться вам создать. Потому что, как и Венера, так и ваш Меркурий. Пусть Меркурий попозже, но кто прочувствует как раз, то как знать. Может быть, с середины недели тут захватят все энергии вас сразу, и захочется с чем-то быстрее словно завершить или закончить, или поставить в чем-то точки, или захочется с чем-то разобраться. И поэтому будьте осмотрительны, не делайте ничего, чтобы вам могло бы повредить. Карта нам говорит, что уже прошлый период просто закончился, и сейчас придется словно отстраивать какую-то новую реальность, ведь всегда карта трансформации нам именно об этом говорит, для того, чтобы пробиться к солнцу, к свету, для того, чтобы самореализоваться, для того, чтобы построить новое качество жизни, чтобы быть счастливым в конечном итоге. Чему сейчас не время? Вот интересно, иерофант — это когда мы поступаем по закону. Но еще по иерофанту что у нас проходит? Это карта учителя или учеников, ученичество, да? Когда мы что-то изучаем новое, или в первую очередь мы учимся на чужом опыте. Два адепта. И как будто изучение, как кто-то сделал до нас, или как кто-то поступил в той или иной ситуации, похожей на нашу, нам дает какой-то приоритет, или мы должны словно учиться на этом чужом опыте. Но эта карта у нас выпала в позиции «Чему сейчас не время». И значит, мои дорогие близнецы, с учетом 13-го аркана, чего не избежать, будет такая ситуация, вот я не случайно, видимо, ее описала так подробно, чтобы вы прочувствовали, вот как на пороге, да, и словно шторм, какие-то тысячи неопределенности. Назад дороги нет, а впереди что там непонятно. И от вас потребуются, может быть, те действия, отчасти, которых вы сами от себя не ожидали. Для кого-то это может быть, что мне придется действовать совершенно как-то иррационально. Вокруг вас может измениться как-то обстановка резко. Она может для вас как открыть какие-то перспективы, и нужно будет, может быть, быстро проанализировать, ну, это как раз ваша сильная сторона, и, может быть, прийти к выводу, что ваши действия должны быть совершенно в каком-то нетрадиционном ключе. Потому что как будто к тому прошлому опыту или к опыту пусть даже других людей, или то, что мы считаем где-то по закону, по традициям, или принято вот так поступать, то для нас как будто может быть совершенно какой-то альтернативный вариант. Для вас вся неделя может пройти в каком-то альтернативном или иррациональном ключе, потому что как будто прежние законы не работают, или какая-то обстановка очень быстро, стремительно вокруг вас может меняться. Или это могут быть еще изменения где-то, которые касаются либо личной жизни, и какие-то могут быть, ну, тут у каждого по-своему предпосылки. Может быть, какой-то вопрос, наоборот, будет решаться быстрее, либо что-то может и притормаживаться, но мы-то как будто, наоборот, не должны, с одной стороны, зависать вот в какой-то, отчасти даже стабильности, потому что тут будет, видимо, возможность что-то для себя словно совершенно сделать в каком-то другом ключе, или увидеть какое-то новое направление, или с каким-то новым вкусом жизни приступить к новому делу, или просто
свою реальность начать менять. Давайте откроем, что же нам помогает. И снова нам выпадает карта Император. Когда мы надеемся на себя, когда мы где-то собой не рискуем, мы не рискуем собственным именем, мы не рискуем собственным положением. Это старший аркан. И это мера ответственности. Для кого-то из вас что нам помогает? Согласование каких-то документов или обращение в конкретные высокие инстанции, к чиновникам или в какие-то организации, в любые. Но там, где, может быть, нам могут где-то помочь отчасти советом или буквально знаниями законов или власти, может быть, это органы власти, у кого-то может проиграться, что я вынужден обратиться в какие-то подобные структуры, ну, правда, и мы действуем по закону. С другой стороны, для кого-то из вас это ведь Император, это не только карта возможностей и провластная карта, но это еще и мера ответственности. И для кого-то из вас мера ответственности, которую мы берем сами на себя, словно она нам тоже помогает. Надеемся, одним словом, мы не на счастливый случай, а на наши собственные возможности, на наши усилия, на то, что у нас есть на данный момент и что в наших силах сделать. Вот все это с учетом какого-то закона или каких-то положений нам помогает. Против закона мы не идем. Мы не идем против какой-то иерархии. Это тоже будет для вас важно. Хотя временами все-таки, ведь это тоже карта отчасти законника, но чему сейчас нам говорят не время. Но надо сказать, что по карте Иерофант часто проходит, ну, будем говорить, энергия более земных знаков. То есть, когда, знаете, больше стабильно, медленно, уверенно, то есть вот какая-то такая, словно замедленная съемка, да, когда полная какая-то противоположность риску, а здесь ведь может быть так, что мы уже сказали про совершенно из области рационального нам придется принять какое-то решение или то, что мы прежде отрицали или считали, что ну нет, так я никогда не поступлю. Вот как раз может сложиться ситуация, что для нас либо будет интересно какое-то предложение такое, которое прежде было неприемлемо для нас, либо ситуация возникнет таковая, что вы будете как-то нетрадиционно действовать. Дела, работа, бизнес. Но тут у нас все в прогрессе. Сама по себе карта прогресса, как и в денежном варианте, так и в наших возможностях в целом. Одна из лучших карт колоде на деньги и на работу. И поэтому успешное завершение. И как будто наперед успешный период жизни, нам об этом уже говорит карта. Причем сразу, как и по делам, так и по деньгам. И поэтому, в принципе, можно быть спокойным. И правда по деньгам получение денег, посмотрите. Видимо, успешно финансовый период для вас в течение недели, с причем таким хорошим нахлестом на будущее, на перспективу. У вас несколько карт об этом говорят, да, и я не убрала карту звезда. И о чем нам еще шестерка пентаклей, 6, любая 6 это победа. И здесь, значит, какая-то победа в финансовых вопросах. Или вы что-то можете продумывать наперед по финансам. У кого-то это может быть связано с недвижимостью как-то. Часто это тоже проигрывается. Как решить или обустроить какое-то дело, которое имеет либо и имущественный подсмысл, и финансовый, либо для кого-то это еще может проиграться получение денег в крупных размерах. Может быть, вы ожидали такие деньги. Или к нам, кстати, кто-то может обратиться: одолжи мне денег. Так вот, по этой карте она не рекомендует давать в долг и говорит: помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Как будто мы не должны человека, может быть, оттолкнуть, посодействовать чем-то мы должны. Но сказать, что мы вот как-то так тиражируем себя в финансовом варианте, нет. Нам словно карты говорят, что, посмотрите, у вас сейчас у самих трансформация. Вам сейчас в своей жизни нужно что-то определять. Может быть, какая-то помощь, или, ну, советом, или делом каким-то, или, может быть, вы были в какой-то ситуации. Все-таки по карте Император мы сказали, это мера ответственности. Но должны мы думать сами про себя. Мы сами про свою подушку безопасности. Мы ее как и создаем, так мы ее и сохраняем. А для кого-то из вас еще по этой карте, если вы человек творческих профессий, вы
может быть, пишете картины, пишете книгу или творчество ваше какое-то, может как раз, ведь это карта меценатства, то в вашем отношении могут такие меценаты найтись. Кто-то может поддержать как раз ваш проект. Одним словом, тут больше в позиции, когда мы получаем. Именно про финансы. И в личной жизни карта любви выпадает. Двойка кубков, словно кадуцей, изображенный в углу, как раз говорит нам о том, что какой-то союз благословлен. И поэтому, если вы в паре, если у вас есть уже любимый человек, то, знаете, абсолютное понимание. Словно, правда, вы будете как близнецы со своим любимым человеком понимать друг друга без слов. Ведь даже карта, она изображена, когда двое закрыли глаза и мыслями понимают друг друга, словно чувствуя. И это здорово. Это карта искренних отношений. Здесь не про какую-то неуемную страсть, и поэтому может проиграться, когда вы словно заодно, на одной волне, когда вам, знаете, в отношениях и комфортно, и уютно, и тепло, и романтично, и дружелюбие, и когда мы можем строить какие-то вместе планы, мы можем даже начать бизнес вместе, почему нет? Вот со всеми этими картами. Да тут все практически возможно, потому что на дела, работу, бизнес, финансы и любовь как будто благоприятная неделя. И словно переход между прошлым и будущим с вашими какими-то совершенно новыми возможностями на далекий период времени, может быть, на десятилетия, и начиная с какого-то праздника, и даже если есть еще какие-то тысячи неопределенностей, постепенно все отстроится. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, будьте счастливы и любимы всегда.